Главные новости этого дня. В эти минуты на Троекуровском кладбище столицы проходит прощание с известными советскими и российскими артистами, бывшим солистом музыкальной группы «Нана» Владимиром Левкиным и известной советской и российской актрисой Светланой Светличной. Владимир Левкин и Светлана Светличная ушли из жизни практически в один день. Владимир Александрович в возрасте 57 лет от онкологического заболевания, а Светлана Афанасьевна скончалась в 84 года в результате сердечной недостаточности. Известный российский певец Дмитрий Билан получил серьезную травму колена, занимаясь экстремальными видами спорта. По данным СМИ, Дмитрий Билан, катаясь на зимнем велосипеде, совершил падение с 3-метровой высоты и получил серьезную травму. Дмитрий Билан был госпитализирован. Сегодня утром было завершено громкое судебное дело в отношении известного певца-шансонье Михаила Шуфутинского. Трагическое событие произошло еще весной этого года. Михаила Захаровича обвинили в смерти его супруги, модели, бизнесвумен и танцовщицы Светланы Юразовой. В ходе расследования было принято во внимание почтенный возраст артиста и его психологическое состояние. Было установлено, что Михаил Шуфутинский совершил свое преступление в состоянии аффекта. Для Михаила Захаровича утвердили окончательный приговор – 4 года лишения свободы условно. Сотрудник антикоррупционного комитета Никита Михалкова, известный советский и российский певец Михаил Муромов, хорошо известный широкому зрителю по песням «Яблоки на снегу» и «Странная женщина», попал в больницу после празднования дня рождения. Накануне Михаилу Муромову исполнилось 74 года. Артист попал в больницу с проблемами с сердцем. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости о семье известной певицы Аллы Пугачевой. В связи с колоссальной семейной драмой, которая произошла совсем недавно в семье известной артистки, у Аллы Пугачевой резко ухудшилось состояние здоровья. И сегодня ночью Алла Борисовна в тяжелом прединфарктном состоянии была срочно госпитализирована. К сожалению, худшие опасения лечащих врачей подтвердились. У Аллы Борисовны был диагностирован ишемический инфаркт и дыхательная недостаточность. На данный момент 75-летнюю артистку подключили к аппарату ИВЛ. В связи с тяжелым состоянием здоровья артистки в больницу к Алле Пугачевой приехали ее родные и близкие – Кристина Орбакайте, Михаил Земцов и любимый супруг Максим Галкин. Помимо тяжелого физического состояния здоровья, у Аллы Борисовны Пугачевой и удрученное психологическое состояние. У Аллы Пугачевой началась депрессия, ведь известная певица считает, что в страшной семейной трагедии виновата она. Певица Кристина Орбакайте прокомментировала ситуацию с Аллой Пугачевой. Она заявила, что несмотря на любые трудности и проблемы, останется со своей матерью до последнего момента. Еще одна трагедия в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне трагически погиб в результате несчастного случая предварительно падения с высоты ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров. Известному артисту было всего 39 лет. У Владимира Шклярова остались супруга и 2 детей. Существует версия, что в момент трагедии Владимир Шкляров находился под действием запрещенных веществ и в состоянии алкогольного опьянения. Во Франции, в городе Тулуза, неизвестные преступники совершили нападение на 3-этажный особняк известной певицы 90-х годов Натальи Ветлицкой. Преступники действовали четко и организованно. Есть предположение, что нападение было совершено по наводке. В момент происшествия Наталья Ветлицкая отсутствовала дома.
По предварительным данным, в результате нападения были похищены ценные вещи, сценические костюмы, коллекция микрофонов и личные драгоценности артистки. Широкий общественный резонанс получила колоссальная трагедия, которая произошла несколько дней назад в семье Дмитрия Сергеевича Пескова во время отдыха на Дальнем Востоке в Приморском крае, недалеко от поселка Шкотово. Дмитрий Сергеевич в компании своей супруги Татьяны Навки, генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста и известных артистов Вики Цыгановой и Филиппа Киркорова занимались экстремальным путешествием, отдыхали, ловили рыбу, охотились и снимали документальный фильм о дикой природе. К сожалению, во время путешествия произошло несколько трагедий. 2 летальных исхода, один из которых смерть младшего сына Дмитрия Сергеевича и пропажа его супруги Татьяны Навки. Все это произошло по причине того, что на путешественников напали дикие хищники – медведь и амурский тигр. Убитый горем Дмитрий Сергеевич Песков временно прекратил поиски супруги и вылетел в Москву на похороны вместе с телом своего сына. Стало известно, что младшего сына Дмитрия Сергеевича Пескова проводят в последний путь завтра на Веденеевском кладбище столицы. Молодого человека в связи с трагическими обстоятельствами похоронят в закрытом гробу. Прощание с сыном Дмитрия Сергеевича Пескова будет не публичным. На похоронах будут присутствовать только самые близкие люди и друзья Дмитрия Пескова. Однако в жизни Дмитрия Сергеевича Пескова и другая трагедия. Бесследно пропала его супруга Татьяна Навка. Это произошло в диком лесу во время путешествия. Местонахождение женщины до сих пор неизвестно. Поиски ведут службы МЧС. По последним данным, Дмитрий Сергеевич Песков сразу же после семейных похорон отправится обратно в Приморский край на поиски супруги. К слову сказать, что еще летом этого года в семье Дмитрия Сергеевича Пескова произошел разлад. Дмитрий Песков и Татьяна Навка находились на грани развода в связи с тем, что у Дмитрия Сергеевича возникали романтические отношения то с Ольгой Бузовой, то с генеральным директором МВД Ириной Волк. Однако супруги нашли в себе силы простить взаимные ошибки и сохранили семью. Надо отметить, что за последние месяцы Дмитрий Песков и Татьяна Навка неоднократно привлекались к уголовной ответственности благодаря действиям антикоррупционного комитета. Татьяна Навка даже находилась в следственном изоляторе, а Дмитрия Сергеевича хотели лишить его должности. Однако всякий раз на помощь своим друзьям приходил верховный главнокомандующий и добивался освобождения своих друзей. Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотруднике комитета, известном общественном деятеле и артисте балета Николае Цискоридзе. После недавнего нападения Николай Цискоридзе стал чувствовать себя гораздо лучше и в скором времени будет выписан из больницы, а после приступит к исполнению своих служебных обязанностей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.